Сегодня я хочу поговорить про GitLab немного, про историю GitLab и про те пути, которые привели нас к тому, как мы ведем свой бизнес, почему у нас существуют некоторые тиры, подписки и так далее и тому подобное. И почему эта тема была выбрана для Solutions Architect, собственно, конференции, потому что на самом деле зачастую бизнес определяет архитектуру приложения, однако эта тема очень редко затрагивается. Поэтому мы будем говорить сегодня больше про бизнес и меньше про техническую составляющую. И мы поговорим про процесс выбора бизнес-модели. И также я уже видел несколько хороших вопросов по поводу, почему это важно и насколько команда должна быть в курсе бизнес-модели и кто несет ответственность, собственно говоря, за это. Вот. И, как известно, существует очень много практик и продвижения open-source продуктов и, значит, построения бизнеса вокруг open-source продукта. Допустим, это может быть SaaS, это может быть professional services, это может быть кастомная разработка. Вот. Но сегодня, поскольку мы говорим про GitLab, мы поговорим про то, что сработало для GitLab, почему это сработало для GitLab и, соответственно, что мы называем вообще нашим подходом. Это, значит, открытым ядром на основе покупателя. Итак, поехали. Значит, начнем немного с истории. Это даст нам немножко контекст, то есть откуда GitLab, как он появился, как он развивался и почему мы по итогу пришли к той бизнес-модели, к которой мы пришли. Итак, в 2011 году Дмитрий Запорожец, он из Украины, значит, у него была проблема. У него не было тулсета, который бы позволял ему, значит, производить программные продукты без выкладки, значит, source-кода в cloud. То есть на тот момент уже был GitHub, понятно, но проблема была в том, что это было SaaS-решение, а нужно было серверное решение, которое бы позволяло решать задачи, которые были весьма специфичны для Дмитрия в тот момент. Вот. И он создает GitLab. И создает GitLab как абсолютно open-source продукт. Значит, начинает его развивать, начинает работать над ним, появляться какие-то фичи, продукт начинает матереть, условно говоря. И приблизительно через год, в 2012 году, значит, Сид, который на данный момент является нашим SEO, он обнаруживает GitLab и связывается с Дмитрием, говорит, что было бы очень круто запустить какую-то SaaS-версию, то есть gitlab.com. На что Дмитрий ему на тот момент отвечает: здорово, это open source, вы можете делать все, что угодно, поскольку это open source. Значит, а легенда компании гласит следующее, что примерно через год, это был уже 2013 год, Дмитрий оставил твит, что он хотел бы заниматься GitLab-разработкой на постоянной основе. Вот, на что Сид связался с Дмитрием и, соответственно, говорит, что давай сотрудничать, давай делать как бы бизнес и давай делать из этого продукт. И, соответственно, после того, как они договорились, Сид отправился в Сан-Франциско в Y-комбинатор, который является бизнес-акселератором, и, соответственно, работа началась уже там. В 2015 году вся команда перебралась уже в Сан-Франциско в Y-комбинатор, и на тот момент команда могла поместиться вот в таком внедорожнике, он назывался GitLab Mobile на тот момент. И в 2015 году, после того, как Y-комбинатор закончился, Сид сделал как бы последовательный шаг, который делают все компании. Сняли офис. Вот, офис сняли, и, значит, первый офис находился в Сан-Франциско. Но начали происходить очень забавные вещи. Люди перестали ходить на работу. Да? Вот так бывает. Наш первый продавец Гайден на этой фотографии, он сидит в уголочке, потому что сейлс-команда на тот момент была очень маленькая, сидит в уголочке. Ему приходилось очень долго добираться на работу. Он жил в 15 милях от офиса, и если он ехал в офис ночью, это занимало у него примерно полчаса, либо же это занимало 1,5 часа в час пик. Вот. И поскольку вся операционная деятельность GitLab уже переносилась на тот момент в Google Hangouts, затем Zoom, использовался сам GitLab для работы, а также Slack,
то как бы никакой ценности в том, чтобы этот человек находился в офисе, не было. Вот. И, соответственно, первый офис превратился в последний офис компании. Что это значит? Это означает ровно то, что у GitLab нету ни одного офиса. У нас на данный момент уже 1250 сотрудников. Вот. В 65 странах и регионах мира. И у нас по-прежнему 0 офисов. Нету ни одного офиса физического. У нас есть почтовая коробка, где-то в Калифорнии находится, на улице Миссионер, куда вы при желании можете отправить нам посылку. Но это единственный фактический адрес пребывания GitLab. Значит, на сегодняшний день GitLab – это единое приложение для всего жизненного цикла DevOps, и мы охватываем весь спектр DevSecOps от планирования до настройки мониторинга и защиты приложений. Вот. Говоря о компании, очень хочется поговорить о ценностях, которые в компании присутствуют. И если кратко, то они называются CREDIT, что значит Collaboration, Results, Efficiency, Diversity, Inclusion and Belonging, Iteration и Transparency. И если пройтись по каждому из них, то у нас есть всегда в нашем хендбуке разъяснение, что же это значит. Если мы говорим о collaboration, это значит, что мы работаем асинхронно с полностью удаленной командой, мы используем свой же продукт для разработки этого же продукта. То есть мы сами используем GitLab для разработки GitLab. И у нас для всего всегда есть issue и merge request. Что значит results? Results мы отслеживаем непосредственно результаты, а не часы, проведенные на работе. Таким образом, если кто-то успевает сделать свою работу за час, он вполне может получить свое время назад и провести его, допустим, с семьей или с друзьями, вот, а не просто отсиживать там с 9 до 5, как это могло бы быть в офисе. Следующий наш ценность – это efficiency. То есть мы за простые, но эффективные решения, потому что мы считаем, что сложность увеличивает продолжительность цикла и таким образом просто растягивает возможность разработки и программного продукта, и значит, выкатывания этого продукта для конечного пользования. Значит, что касается diversity, inclusion и belonging, поскольку у нас полностью удаленная модель, мы повышаем, конечно же, глобальное многообразие и инклюзивность. У нас работают люди как с Америки, так и из Бразилии, и из Аргентины. У нас есть даже люди, которые работают из Нигерии, у нас есть люди, которые работают из Украины. И это добавляет очень в многообразие компаний и позволяет как бы узнать людей лучше и узнать их как бы культурный бэкграунд и так далее и тому подобное. И в этом состоит большой плюс, потому что каждый человек, который приходит с какой-либо другой страны, они добавляют в культуру компании и повышают инклюзивность и многообразие вот этой компании. В том числе это касается и подходов разработки, и подходов к ведению бизнеса и так далее и тому подобное. Значит, что касается iteration, мы вводим такое понятие, как minimum viable change, и это касается наших delivery в том числе. То есть если появилась какая-то идея, и она посчиталась лучше, чем существующее решение, соответственно, она сразу же имплементируется, она сразу же выкидывается в продакшн для evaluation. Вот, и после того, как evaluation был, допустим, успешный, эта идея начинает развиваться, она получает какую-то уже жизнь в рамках продукта и так далее и тому подобное. То есть, все начинается с простой имплементации идеи. И как бы transparency у нас все публично по умолчанию. У нас стратегия, наш roadmap, наши квартальные цели, наш handbook и наши issue strikers – они все являются публичными. То есть, если вам интересно, вы можете просто зайти на about.gitlab.com, и там все это есть. Вы можете посмотреть даже, как работает непосредственно наш отдел Customer Success, потому что вся документация по нашим процессам, кто за что ответственнее, люди, процессы, все описано в хендбуке, все это публично. То есть, по сути дела, вы можете просто-напросто взять и форкнуть целую компанию, если захотите. Вот. Есть GitLab,
вы решили создать свой GitLab, никаких проблем, потому что весь наш хендбук имеет лицензию Creative Commons, поэтому без проблем можете форкать целую компанию. Итак, переходим непосредственно к бизнес-модели, к выбору бизнес-модели. И мы рассмотрим проблемы, связанные с этим выбором, потому что на самом деле проблем очень много. И самая большая проблема, с которой вообще сталкиваются компании Commercial Open Source, COS, я здесь просто спросил, это Commercial Open Source, это Cloud. Почему Cloud является для нас проблемой? Вот, допустим, на этом слайде очень хорошо видно, что есть open source, допустим, как пример Kafka. Да, и есть компания за Kafka, называется Confluent. Вот. И, соответственно, что делает Amazon при этом? Он просто-напросто берет open source Kafka, продуктизирует его, точно так же, как делает Azure. Вот. И, соответственно, перепродает клиентам open source продукт в то же время, когда существует компания Confluent, и они занимаются тем, что они предлагают SaaS-решения на основе Kafka, и, соответственно, они конкурируют. Но в чем же проблема? Проблема в том, что все хотят очень простые решения. То есть никто не хочет иметь разрозненную инфраструктуру, так сказать, там половину на AWS, потом еще в Confluent, потом еще где-то что-то еще и так далее и тому подобное. То есть здесь у гипероблака значительное преимущество, потому что они предлагают те же интерфейсы и тоже ПО с открытым исходным кодом, которые хотят использовать компании, вот. Но они к этому добавляют, допустим, свои же SLA, вот, и они, допустим, обеспечивают простоту развертывания, потому что, никто не хочет поднимать кавку, смотреть кластера, настраивать это все, поддерживать это все тяжело, и плюс ко всему это все в одном месте. То есть очень, очень здорово с точки зрения потребителей. Вот. Значит, MongoDB столкнулись с абсолютно тем же самым, то есть появились на AWS, появились там RDS, на Azure у них там свои сервисы, и MongoDB столкнулись абсолютно с такой же проблемой. Что касается Redis, абсолютно та же история, то есть мы видим, что очень много примеров из open source проектов переросли в какие-то cloud-продукты, которые, по сути дела, являлись форками open source проектов, за которыми уже стояли компании, которые выбрали другую бизнес-модель на основе, допустим, SaaS или каких-то professional services и так далее и тому подобное. Значит, какая была стандартная реакция вот этих commercial open source компаний, которые стояли за open source продуктами? Они начали выпускать свои неконкурентные лицензии, так, потому что они хотели предотвратить, таким образом, они хотели предотвратить конкуренцию своими собственными SaaS-предложениями. Значит, это было очень плохо воспринято комьюнити, и это очень было плохо воспринято бизнесом, потому что это стало непонятно, все эти девиации от open source моделей, то есть никто не понимал, что происходит, и чем, допустим, server-side public license отличается от обычного GPL или MIT, или, и, соответственно, все были очень недовольны. И известно, допустим, что Mongo представила свою серверную публичную лицензию, вот этот server-side public license, в open source initiative на одобрение, вот. Но затем они просто-напросто отозвали ее, просто потому что реакция комьюнити была очень бурная, и реакция бизнеса была очень бурная, что как это так, мы сейчас будем разговаривать про какие-то кастомные лицензии, которые и так закрываются всеми open source лицензиями. Соответственно, тут вот на слайде у меня присутствуют некоторые реакции, там и самая известная статья из этих, наверное, What the Fork, Amazon, вот, очень классный тайтл, вот, мне очень нравится, вот, но реакция была очень такая, скажем, драматичная, вот. И, соответственно, что может сделать Cloud-то с этим? Да? То есть, допустим, мы как open source, компания, которая продвигает open source продукт, мы делаем эту лицензию, на что Cloud говорит?
ладно, хорошо, ребят, вы сделали свою какую-то лицензию, которую вы сами описали, все здорово, но open source продукт как бы предполагает то, что его можно формить. Что делает Cloud? Он делает именно то, что было ожидаемо. То есть они делают fork, в данном случае это Elasticsearch, вот, и говорят, что все, ребят, теперь вот с этого момента мы взяли последнюю версию, мы ее будем поддерживать, мы ее будем разрабатывать, она остается open source. То есть что случилось? Они взяли open source продукт и сделали из него продукт. Сделали из него коммерческий продукт на основе fork. И это случается достаточно часто. То есть я уже приводил примеры из MongoDB, и с Redis, то есть со всем чем угодно это может случиться. Вот, значит, и во многих отношениях Elasticsearch — это почти идеальный кандидат на вот такой подход со стороны клауда. То есть fork and commoditize, это называется на английском, я бы это перевел как продуктизация, то есть сделай fork и сделай из этого коммерческий продукт в клауде. Какие проблемы? Вот. И Elasticsearch был на самом деле вообще идеальным кандидатом, просто-напросто потому, что они подпадали под категории высокой вероятности продуктизации. У них был, в принципе, единственный use case, полностью открытый исходный код. У них было полностью взаимодействие через API. У них были чувствительные к цене покупатели, и у них была хорошая комьюнити, которая часто контрибьютила в открытый исходный код. Таким образом, мы приходим к тому, что нам нужно теперь смотреть, где же взять такую бизнес-модель, которая обеспечит нам низкую вероятность продуктизации и такого, соответственно, ответа от клауда. И мы получаем следующее. У нас должно быть множество вариантов использования, то есть мы должны своим продуктом закрывать огромное количество use cases, и мы должны сделать каким-то образом, чтобы эти функции оставались проприетарными, то есть принадлежали нам как компании, как бизнесу. Вот. И это второй пункт, значит, у нас должно быть много проприетарных функций. Желательно, чтобы у нас было взаимодействие через пользовательский интерфейс, потому что когда идет взаимодействие через API, через какие-то программные средства, это гораздо проще форкнуть и переиспользовать, чем переиспользовать пользовательский интерфейс. Нам нужно сосредоточиться на покупателях, которые не будут чувствительны к цене. Вот. И нам, в принципе, хотелось бы видеть пользователей, которые или редко, или никогда вносят вклад в наш продукт. Значит, и таким образом мы пришли к выводу, мы остановились на текущей модели открытого ядра, которая ориентирована на покупателя, только после многих итераций и неудач с другими моделями. То есть это не просто мы сели, подумали, что вот так будет круто. Нет, на самом деле мы рассматривали достаточно много бизнес-моделей, которые мы могли бы рассмотреть в качестве рабочих. И первое, вот на этом слайде непосредственно, это были пожертвования. Да, и почему называется деньги на мороженое? Потому что когда посчитали, то, в принципе, денег на пожертвований хватило бы ровно на то, чтобы Дмитрий со своей женой мог кушать мороженое по выходным. И все. Значит, следующий этап был рассмотрение консультационных услуг как бизнес-модели. Вот. Это, конечно, прекрасно. Есть обратный стимул. То есть чем проще делается установка и обслуживание программного обеспечения, соответственно, меньше людей нуждаются в ваших услугах. То есть как бы так себе решение. Значит, следующим была платная разработка. Платная разработка звучит хорошо, вот, но с другой стороны, рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, у нас есть клиент, который запросил функцию, а потом есть второй клиент, который запросил такую же функцию. Вот. И на первый взгляд это выглядит как бы неплохо, да, потому что они вроде как должны заплатить по половине, и у всех будет та функция, которая им нужна. Но на самом деле они оба поставят
перед нами как бы дилемму заключенного и попытаются дождаться, пока другая компания заплатит за ту функцию, которая нужна еще одной компании. К сожалению, это так бывает, это наша жизнь. Вот. Естественно, любой бизнес предпочтет, чтобы кто-то заплатил за ту функцию, которая им нужна, но только не они, потому что это просто сэкономит деньги бизнесу. Соответственно, платная разработка тоже была отброшена, значит, поддержка. Вот. Поддержка, в принципе, точно так же, как и платная разработка, имеет свои плюсы и минусы, вот. Но, с другой стороны, допустим, какая-то платная поддержка, она не позволяет создавать качественный продукт, потому что в таком случае отпадает необходимость поддержки. Вот. Значит, пакетинг в данном случае это разбивание по функциям, вот, и продавание отдельных функций, что тоже, в принципе, не подходило по ряду причин, которые мы рассмотрим немного позже. Значит, данные, бизнес основан на данных. Поскольку рассматривалась версия SaaS, вот, то активно обсуждалась вероятность использования пользовательских данных каких-то и так далее и тому подобное. Но дело в том, что наиболее популярное решение является серверным, то есть self-hosted. И, соответственно, все люди, которые не пользуются нашим SaaS-приложением, данные этих пользователей мы просто теряем, и они становятся нам недоступны, и получается, что у нас дефрагментированные данные по пользователям и так далее и тому подобное. Поэтому решили от этой идеи тоже отказаться. То же самое касается SaaS. Поскольку self-managed – это более популярный вариант использования нашего продукта, соответственно, тоже идея плохая. Поэтому GitLab сейчас поставляется в двух версиях. Это и SaaS, и self-managed. То есть, чтобы у пользователей, конечно, был всегда выбор. Значит, single tenant service это означало, что GitLab будет развертываться по реквестам от конкретного кастомера, и вся инфраструктура будет поддерживаться в отношении одного отдельно взятого клиента. И было решено, что это слишком сложно, потому что под каждого клиента нужно было развертывать инфраструктуру, поддерживать инфраструктуру и так далее и тому подобное. И complexity этого решения, оно бы просто экспоненциально росло до бесконечности. Поэтому было принято решение, что нет, мы не будем этого делать, мы сосредоточимся на либо self-hosted, либо SaaS. Даже рассматривались такие версии, как первичное размещение, значит, монет на рынке, вот, но там возникли проблемы с регуляторами, вот, и поэтому это решение было тоже отвергнуто. И, соответственно, в конце концов пришли к выводу, что Open Core на 90% открытый продукт, плюс некая маржа за платные проприетарные функции, в принципе, устраивала всех. Потому что это позволило бы нам масштабироваться как бизнесу, это позволило бы нашим клиентам выбирать, что они хотят от продукта непосредственно, и, соответственно, был как базовый вариант был выбран Open Core плюс маржа. Но это был еще не конец истории, то есть на самом деле это была только первая итерация выбора бизнес-модели. То есть затем у нас появились вопросы. Собственно говоря, хорошо, мы делаем Open Core, а как мы будем фичи-то распределять между там, это будут уровни подписки, это будет там, как мы это сделаем? И, соответственно, было несколько идей. То есть на основании этапов Software Development Lifecycle, и это, опять же, не подошло, потому что была необходима адаптация на кросс-этапах. И что это значит? Допустим, если бы мы взяли как пример разработку программного продукта, у которой уже достаточно mature CI, да, то есть автоматизация, все связанное с билдами, но нету, допустим, continuous deployment части, так? Вот. А при этом мы бы сказали, что хорошо, мы можем вам заделиверить фичу, которая ответственна за сканирование вашего приложения динамически, только если у вас есть CD. Итак,
окей, мы теряем этого клиента, потому что они еще далеко от CD, несмотря на то, что у них есть CI. Вот, и, соответственно, мы теряем вот эту вот адаптацию, потому что мы выставляем слишком жесткие условия для нашего клиента для входа в продукт. Значит, следующий этап – это на основе размера компании. То есть мы думали, что, окей, если это будет огромный enterprise, мы деливерим кучу фичей, которые им необходимы, которые они запрашивают. Мы их чаржим на огромное количество денег. Вот. Но проблема вся в том, что enterprise не так много, да, то есть гораздо больше бизнесов работают в нише либо small and medium business, либо же mid-market. Вот. И этим небольшим компаниям им тоже нужен продукт, потому что они тоже разрабатывают программы, и они тоже хотят, чтобы, допустим, был и автоматический билд системы, и автоматический деплоймент, и какие-то сканы. То есть, опять же, эта идея ушла в небытие, и мы передвинулись к третьей идее. Это на основе зрелости в области DevSecOps. Это тоже как бы связано немножко с первым пунктом на основе этапов Software Development Life Cycle. Вот. И опять же, как я упомянул в предыдущем пункте, новые компании, которые приходят в продукт, они тоже хотят, в принципе, все и сразу. То есть почему мы, собственно говоря, должны страдать, если у нас, допустим, есть Dev, нету Ops, то почему мы не можем на данном этапе получить Security? Да? То есть, получается немного глупо. И поэтому эта идея, опять же, была отодвинута, и мы пришли к выводу, что давайте подумаем над тем, кто будет покупать наш продукт. Да? Вот. Идея была такая, что, значит, у нас будет открытое ядро, на основании которого мы определим несколько уровней наших покупателей. Вот. И мы скажем, хорошо, мы делаем, значит, 3 уровня. Это бесплатный, мы делаем что-то лучшее, и у нас также есть лучший уровень, и это то, что вы, допустим, видите, когда вы зайдете на pricing page GitLab, это Enterprise Free, это Premium и это Ultimate на данный момент. И все эти 3 уровня, они заточены на непосредственно конкретного покупателя. То есть давайте просто рассмотрим пример. Мы берем просто разработчика, просто рядового разработчика, даже не senior, который говорит, я хочу автоматизировать свою работу, потому что, в принципе, как-то поднадоело все время компилировать вручную. И также я хочу разворачивать свои тестовые приложения автоматически. Что мне для этого нужно? Мне нужна поддержка пайплайнов, мне нужно, возможно, каким-то образом трекать свою работу, абсолютно базовый функционал issues. И мы как продукт говорим, у нас есть кое-что для тебя. В бесплатной версии ты получаешь все это, плюс ты получаешь там на SaaS бесплатные минуты, скажем. Если не устраивают бесплатные минуты, ты можешь привести свой раннер без проблем, все это сделать, и у тебя будет полная автоматизация. Так? Это то, что нужно разработчику, вот просто рядовому разработчику. Если мы, и это бесплатно. Все, можно пойти еще зарегистрироваться на GitLab и сразу же это получить. Потом мы переходим на уровень выше. Окей, а что хотят менеджеры, что хотят тимлиды? А оказалось, что тимлиды или же менеджеры разработки программного обеспечения, они хотят visibility. Они хотят понимать, чем заняты их команды, они хотят понимать таймлайны, они хотят понимать, что мы разрабатываем и как быстро мы это делаем, и они хотят понимать, какие взаимоотношения присутствуют там между компонентами, что от чего зависит и так далее и тому подобное. То есть вы видите, как мы поднимаемся по уровню абстракции, да? И как раз-таки вот премиум, он направлен на тимлидов и средних менеджеров. Соответственно, мы даем им тулы для получения вот этого visibility, что происходит, какие взаимосвязи и так далее и тому подобное. То есть все получают, все на данном этапе получают, что хотел, и при этом стоимость увеличивается уже. Что стоит отметить здесь, что у менеджеров, как правило, существуют более высокие бюджеты.
да, то есть менеджер в данном случае может себе позволить заплатить $19 за пользователя в месяц, в то время как, допустим, разработчик нет. У разработчика нет бюджета, а у менеджера есть бюджет. Вот. Это что касается менеджера. Переходим выше, переходим на уровень директоров, переходим на уровень C-level. Что им нужно? Им нужно просто примера для, скажем, им нужно сделать так, чтобы софт, который они производят, соответствовал каким-то compliance стандартам, потому что они могут работать в какой-то регулируемой индустрии, допустим, financial services, insurance и так далее и тому подобное. У них очень-очень-очень крутые требования в отношении и security, и compliance, и использованию каких-то сторонних лицензий, тех же open source лицензий, допустим, MIT лицензии запрещены в этой сфере. Но, опять же, как им об этом узнать? На что мы, как продукт, говорим без проблем. Если вам нужно знать и это, и вам это важно, то, пожалуйста, вот наш уровень Ultimate, в котором есть вообще все. Там есть security сканы для ваших приложений, там есть, значит, менеджмент лицензий, основанный на policy и так далее и тому подобное. И более того, вы получаете visibility не только на уровне проекта, вы получаете visibility по всем этим аспектам на уровне организации. То есть то, что нужно руководителям высокого уровня и директорам. И, соответственно, когда мы позиционируем GitLab в организации, все зависит от того, с кем мы разговариваем. Если мы разговариваем с конкретной командой, которая хочет заимплементить GitLab на каком-то этапе, мы говорим: ребят, возможно, вам не нужен премиум сейчас, начните вот с бесплатной версии, поиграйте там, сделайте то, что вы хотели с точки зрения автоматизации, и потом мы продолжим с вами разговор через год. Так? Через год к нам приходит менеджер, говорит: моя команда делает что-то очень крутое, но я не понимаю, что. И мы говорим: отлично, у нас есть кое-что для вас. Вот, у нас есть премиум, вы получаете visibility. И проходит еще несколько лет. К нам уже приходит C-level и говорит: слушайте, у меня там все что-то крутое делают, но я не понимаю, что происходит, у меня нет visibility, я не понимаю, сколько времени мы на это тратим, сколько мы денег, соответствуем ли мы регуляциям там, и так далее и тому подобное. И вот тут приходим мы и говорим: слушайте, а вот для вас у нас есть Ultimate, и как бы первичная адаптация стоит 0, когда приходят менеджеры, это уже стоит 19, и, соответственно, когда приходит C-level, у которых, в принципе, неограниченные бюджеты, это уже стоит 99, да, за пользователя в месяц. Вот так мы, собственно, это я немножко рассказал нашу гибридную стратегию продаж. То есть мы используем в данном случае land and expand. Да? То есть мы сначала разработчиков под это подписываем, потом мы подписываем под это менеджмент, потом под это подписываем более высокий менеджмент. Это вот то, как мы работаем. Значит, чем хорош подход Open Core на основе вообще покупателя? Потому что он, в принципе, защищен от продуктизации. Потому что большинство вариантов использования, имеющие определенный функционал, они актуальны для руководителей, но они не являются уникальными для руководителей. Так? То есть если, допустим, команда достаточно mature, чтобы использовать там ultimate фичи, супер, вообще, это классно, когда такая mature команда присутствует в компании. И они говорят: мы знаем, что нам надо, но в то же время вот этот функционал по visibility, по каким-то репортингам, по каким-то vulnerability management, он был изначально ориентирован на руководителя. Но тем не менее, если команда готова его заимплементировать, мы говорим, что все, вы получаете все, что у нас есть, несмотря на то, что изначально мы таргетились на C-level. Вот. Значит, поскольку мы ограничиваем вот эту разграничиваем разработку по вот этим уровням наших покупателей, то, соответственно, у руководителей появляется гораздо больше задач, которые требуют проприетарных функций. То есть фактически мы вся база находится в Open Core, а все, что принадлежит платным тирам, то
все находится в закрытой source code базе. Я извиняюсь, очень много оговариваюсь, мне приходится немножко переводить в голове с английского на русский. Вот, и прошу сразу прощения за это. И, соответственно, мы эти функции мы держим в закрытом репозитории, который не открыт для паблика. В то же время весь OpenCore, он находится в репозиториях, его можно пойти сейчас вот форкнуть. Вот. Но это будет форк, вот ровно то, что вы видите в free-версии. Но никто не запрещает вам этого сделать. Все можно. И что еще, какие еще моменты стоит уточнить? GitLab в основном как бы ориентируется на user interface. Да? То есть как бы и руководители, и там тимлиды, и кто-то еще, они больше предпочтут user interface, потому что он более понятен. Тебе не нужно писать какие-то там страшные curl-запросы с какими-то кастомными body для того, чтобы, соответственно, получить информацию или там какой-то репорт. Плюс ко всему, чем выше мы залазим в иерархической лестнице, тем о больших суммах, находящихся в расположении руководителя, мы говорим. То есть, как и в моем предыдущем примере, разработчики там, у них нет бюджета, у тимлидов появляется какой-то уже минимальный бюджет, и у C-level уже появляется очень хороший бюджет, и они, в принципе, как бы вообще не ограничены в цене. Вот. И руководителям, в принципе, не важна вся эта история с open source, и как бы они не хотят лезть в продукт и модифицировать его, и как бы мы говорим, окей, это здорово, но тем не менее разработчики, опять же, могут поучаствовать в разработке продукта, если они, скажем, этого хотят. Вот. Значит, пользовательский интерфейс и концепция вообще прикладного программного обеспечения по сравнению с программным обеспечением для инфраструктуры, это тоже как бы очевидная штука, почему GitLab был успешен с этой бизнес-моделью. Потому что приложения, которые имеют компонент графического интерфейса, они обычно потребляют меньше вычислительных ресурсов, потому что они просто заточены под другое, да? Потому что если мы возьмем тот же пример там с Kafka или с Elasticsearch, то им нужно очень много ресурсов для того, чтобы сделать свои вычисления. Вот. А в эпоху SaaS прикладное программное обеспечение значит, построено таким образом, что оно является мультитенантным. Вот, в то время, то есть оно поддерживает множество пользователей сразу, в сравнении с инфраструктурным ПО, который, в принципе, в большинстве своих случаев является single tenant. Вот. И, значит, что касается экосистемной деятельности, то есть, соответственно, мы получаем в прикладном ПО большой вклад со стороны пользователей, несмотря на то, что мы не хотим это со стороны руководителей, мы хотим это со стороны разработчиков. И экосистемная деятельность, в принципе, сложна с точки зрения конечных пользователей. То есть, если продукт достаточно сложен, что касается инфраструктурного ПО, очень сложно в него контрибьютить. Вот. И, в принципе, мы подходим как бы к заключению этой презентации, потому что все то, что мы рассмотрели выше, в принципе, как бы не значит, что открытое ядро и прикладное ПО что это все дело защищает GitLab от продуктизации. Нет, совсем нет, потому что я уверен, что те же гипероблака и HyperCloud работают над тем, чтобы сделать что-то подобное. И, допустим, мы уже видели какие-то подобные шаги от AWS с их pipelines и так далее и тому подобное. Но если мы посмотрим на долгую как бы историю вот этих изменений, итераций, как это все делалось и как мы приходили к этой бизнес-модели, то вы просто увидите, что многие из этих средств защиты, если они были применены всесторонне, они имеют как бы выгоду для коммерческих компаний, которые в своем бизнесе используют открытый исходный код. Вот. И собственно, на этом я буду заканчивать, потому что нужно оставить время на вопросы. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, всегда можно со мной связаться по e-mail, либо же непосредственно в самом GitLab, либо же в LinkedIn для каких-то более детальных обсуждений, если
что-то интересно узнать про GitLab или просто пообщаться, то всегда милости просим. Володя, спасибо большое за доклад. У нас поднакопилось вопросов. Вот, я буду задавать отсортированные по Хорошо. популярности. Андрей Грушевский спрашивает, как глубоко девелопмент команда должна разобраться в бизнес-модели, а не только на процессе разработки и фичах? Что отвечает за формирование этого вижена в команде? Вот как раз-таки я отвечу на последнюю часть этого вопроса. То есть с моей точки зрения за это как раз-таки ответственен Solutions Architect. Да, то есть Solution Architect, это такой человек, это gatekeeper, который держит, в принципе, все вместе. Вот. Моя, допустим, работа всегда связана в диалоге с бизнесом и с командами разработки. Вот. И поэтому я, когда общаюсь с бизнесом, я всегда их узнаю, а что же вы пытаетесь сделать, какова ваша бизнес-модель, когда я сам общаюсь с клиентами. Как только я выяснил, какая у них бизнес-модель, мне становится понятно, как должно быть построено, допустим, DevSecOps на их стороне, потому что нет универсальных решений. Каждый бизнес имеет какие-то уникальные функции, и, соответственно, эти функции, эти уникальные функции, они должны быть заимплеменчены и в инфраструктуре, прошу прощения, и в процессах, и в продукте, и в способах разработки. Так? То есть если обычный software engineer или junior software engineer, он должен сосредоточиться на том, что ему сейчас важно, то есть в фичах, то уже лид-разработчики и solutions архитекты, они уже должны больше смотреть в бизнес. И они должны быть business-aware, так сказать, потому что архитектура приложения, она не может существовать вне бизнес-контекста. Я надеюсь, что ответил на этот вопрос. Это вот мой вижен такой. Я его, честно говоря, его разделяю. Спасибо большое. Так, Максим Жаховец хочет одеть в футболки Лакса всю семью и продолжает задавать хорошие провокативные вопросы. Выбирая между GitHub и GitLab сегодня, какие ключевые элементы бизнес-модели у вас лучше, чем у конкурентов? Отдельная благодарность за ваш хендбук, очень вдохновляет. Ну вот как раз-таки я бы сказал, что основным выбором это отсутствие vendor lock-in, потому что хороший был у нас кейс, когда я работал с клиентом, они полностью Microsoft House, вот, они выбрали GitLab за открытость. Да, то есть это находится в одной из наших values, и то есть это был buying point, почему они выбрали вообще GitLab. Потому что у нас все открыто, они могли сами контрибьютить в то, что происходит в GitLab, они могли прочитать всю информацию о том, когда что-то планируется, когда что-то будет. То есть они могли планировать лучше на своей стороне. Вот. И за счет вот этой открытости программного кода, и возможности имплементации фич, и потом последующего контрибьюта обратно в GitLab, они выбрали GitLab. Да, и для многих клиентов это становится как бы buying point, это именно наши values. Transparency, которая является одной из. Вот, функционально, если мы возьмем, просто посмотрим функционально, то я бы сказал, что это больше личное предпочтение, там используют, допустим, GitLab Pipelines или GitHub Actions. Да, то есть, я не могу убедить, что, допустим, GitHub лучше GitLab с точки зрения execution CI/CD. Вот. Мне лично концепция пайплайнов нравится гораздо больше. Объясню почему. Потому что я лично использую GitLab не только для разработки программного обеспечения, а в том числе для какой-то автоматизации. Потому что концепция пайплайна позволяет мне делать, в принципе, все даже без кода. То есть прописав какие-то пайплайны, я могу фактически автоматизировать закрывание штор у себя дома, если мой контроллер выставлен через API, через интернет. Проблем никаких. Я могу просто сделать schedule pipeline, который закроет шторы, поставит мне бескофеиновый кофе, где-нибудь в 11 вечера. Нравится мне кофе, но нормальный кофе в 11 вечера – это плохо. Вот, и так далее и тому подобное. То есть это концепция пайплайнов, она открывает более широкие двери для автоматизации вообще в целом.
Вот. Если мы просто уйдем от контекста разработки программного обеспечения как такового. Вот. И если, допустим, просто притянуть сюда за уши выступление Сергея, то, в принципе, вот вам, пожалуйста, графическая среда разработки. Вам пайплайн показывает, что оно сделает в конкретный данный момент. Единственное, от чего оно зависит, это конкретно, какие скрипты вы туда накидаете. Это как BPM, если хотите, либо же какая-то графическая среда. Плюс ко всему, у нас сейчас архитекторы работают над тем, чтобы как раз-таки превратить это в какой-то графический IDE, но это очень early stage, но выглядит достаточно интересно, поэтому мы можем прийти к тому, что написание пайплайнов там через год это будет просто накидывание каких-то блоков. Условно, я хочу собрать Java, я хочу ее запаковать там в Docker контейнер или не хочу, а потом я хочу ее задеплоить там на EC2, или я хочу ее в EKS, или я хочу on-prem cluster, и просто какая-то параметризация этих функций. Окей. Насколько, тоже немножко дополнение от меня, насколько часто вы оглядываетесь на конкурентов вообще, в принципе? Потому что не GitHub единым, есть еще Atlassian Bitbucket и так далее. При разработке нового функционала вы ориентируетесь на том, что было уже сделано другими, или все-таки пытаетесь заниматься инновациями? Мы пытаемся делать и то, и другое. Так, как бы если посмотреть на наш roadmap, который открыт, мы хотим, во-первых, обеспечить нашим клиентам и будущим клиентам плавный переход от какого-то бы то ни было продукта к нам, чтобы не было такого, допустим, что в Atlassian, в Jira есть issues, а в GitLab нет. Ну, это было бы глупо, да? Но, с другой стороны, мы, допустим, добавляем кучу инноваций наверх, предоставляя как бы единое пространство для всей разработки, чего не делает Atlassian. И в Atlassian это закрывается несколькими продуктами, в то время как мы позиционируем себя как единый application. То есть и то случается. Мы не можем идти не в ногу с индустрией. Мы всегда оглядываемся на то, что хотят люди и что они спрашивают. Елена Бакун интересуется. В начале выступления вы сказали, что предпочитаете живое общение, но работаете в компании, где нет офисов. Как справляются сотрудники с дефицитом общения? Есть у нас для этого классный механизм, опять же. Мы называем это кофе-чат. Да? То есть любой сотрудник может позвать любого другого сотрудника на кофе-чат. Вот. И это выглядит приблизительно так. Открываешь календарь. У нас есть там кофе-чат рулет, вот, который может тебе автоматически назначать какого-то нового собеседника. И таким образом получается, что не работая в офисе, я знаю гораздо больше людей в компании, чем если бы я работал в офисе. Потому что, когда ты работаешь в офисе, ты вот находишься в комнате со своей командой, условно говоря, или командой, которую ты лидаешь, да, либо же ты вообще сидишь в отдельном кабинете, если ты директор, и ты вообще не знаешь, кто у тебя там в разработчиках работает, потому что их нанимают тимлиды, да. А я уже поговорил с нашим SEO, я поговорил с CFO, я поговорил с Sales, я говорил с маркетингом, то есть но как бы нетворкинг работает гораздо лучше, да, казалось бы, в компании, у которой вообще нет офиса, и мы лично не общаемся. Но общения хватает, и иногда, ну, даже выше крыши, если честно. Хотелось бы даже иногда поменьше. Хотелось бы, конечно, лично, безусловно, потому что личный контакт, он подразумевает какой-то обмен энергией и так далее и тому подобное, да. Вот, но, тем не менее, интересный был замес, когда начались все локдауны. Вот. Я живу в Нидерландах, поэтому у нас все было жестко. Вот. И все такие, как тебе работаете из дома? Я смотрю на них и говорю, ребята, что поменялось? Я говорю, для меня это реальность уже там 2,5 года, и все, для меня это реальность. Привыкаешь и как бы переходишь просто на другой уровень. Окей. Андрей спрашивает, и это интересует не только Андрея. Почему компания приняла символ в виде лисы? Это не лиса, это тануки. Вот, это не совсем лиса. Продолжает Андрей, все-таки почему? Все, я понял. Сейчас ответим. Потому что это быстрое проворное животное.
Именно поэтому. Я понял. Потому что мы быстрые и проворные. И во-вторых, это красиво. Я вас понял. Вячеслав Коношков спрашивает, скажите, пожалуйста, скажите, какие критерии у вас отказа от реализации идеи или фичи? Фича должна быть, она должна быть прописана в каком-то контексте, да, то есть не бывает фичей и не может быть фичи, у которой нету необходимости. То есть у нас всегда есть сценарный подход. Если как бы внимательно почитать наш handbook и конкретно часть по engineering handbook, у нас есть так называемые actors, да, и personas. У нас есть там персона там Селли, которая девелопер, или там Мэтт, который там тест-инженер и так далее и тому подобное. Вот. И поскольку у нас есть этот фреймворк с персонами, все фичи должны пройти эвалюацию этими персонами. То есть сценарий user story для какой-то фичи должен быть написан под этих акторов. И потом, значит, создается issue. Этот issue поступает на обсуждение, соответственно, поскольку он публичный, мы всегда его немного отставляем и проверяем какой-то demand вот, от наших конечных пользователей. Если как бы на это есть большой demand, эта фича берется в разработку и, соответственно, появляется. Если деманда нет, но, допустим, это какой-то огромный enhancement в продукт, там, допустим, productivity там, или efficiency какой-то повышается, то, соответственно, он проходит как бы внутренний evaluation, и если там, допустим, инженерная команда решает, что да, мы возьмем, у нас есть время capacity, мы это берем. В любых других случаях эти фичи просто паркуются до того момента, пока не появится достаточно большой деманд. Супер. Ты ответил даже на следующий вопрос от Вячеслава Коношкова, который практически этим же интересовался. Спасибо большое. Олег Мамот интересуется, как бизнес разговаривает с техническими клиентами. Вы погружали ли вы ваших sales менеджеров в систему терминов или создавали тот же ubiquitous language или нечто иное? Дело в том, что, несмотря на то, что у меня позиция Solutions Architect, я работаю в pre-sales. Это наш такой секрет. У нас есть sales менеджеры, которые непосредственно занимаются коммерческой частью, деньгами, договорами и так далее и тому подобное. Все, что касается технической реализации, все, что касается разговора с техническими специалистами на стороне наших клиентов, это все хендлится командой Solutions архитектов, которые просто заходят туда, они узнают как раз-таки вот эту бизнес-часть, они мапят это на то, что мы как продукт можем предложить, и, соответственно, выдают решение, которое, если устраивает нашего клиента, соответственно, они покупают GitLab, и они переходят на поддержку к technical account менеджерам. То есть у нас коммерческие sales, они занимаются исключительно вот коммерческой частью. Вот. Всем остальным занимается Customer Success. Это технари, фактически, которые, ну, как бы, если можно так сказать, рубят в бизнесе, да, то есть которые понимают бизнес, которые могут быстро разобраться в бизнесе и в бизнес-модели, и которые все это дело могут замапить. То есть фактически, technical sales – это мы, это solutions architect, и мы закрываем очень много сделок именно на этом основании. На основании своей технической экспертизы и как бы широкой технической экспертизы, потому что, поверьте, приходится разговаривать с людьми, которые пишут на C, на Lisp, на Go, на React, на чем угодно. То есть фактически у нас sales – административная единица. Тут будет несколько вопросов в форме фичер-реквеста, скорее всего. Николай Микитенко спрашивает, не нашел документации хороших примеров по Child Parent Multi-Project Pipelines. Неужели вы не используете их в своей разработке GitLab? Мы все это дело, конечно же, используем. Давайте так, на экране это все пропало. Напишите мне, я вам покажу. Потому что это, ну, как бы выходит за скоп этого выступления, но я с удовольствием помогу в этом вопросе, поэтому вот свяжитесь с организаторами, у них будет есть контактный мой e-mail, есть контактный LinkedIn, куда-нибудь мне напишите, мы с вами по этому вопросу побеседуем отдельно, потому что просто, чтобы не срывать скоп выступления. Окей, спасибо.
Андрей Лавренюк спрашивает, нету возможности организовать спринты, особенно когда есть несколько групп проектов, нету общей доски, борд. Планируется ли работа в этом направлении? Переживает ли Atlassian Дело или еще нет? Дело в том, что это все есть уже. Я просто не знаю, на каком уровне подписки находятся пользователи в данный момент, да, то есть если это free уровень, то, конечно, там, к сожалению, нету ни групповых спринтов, ни групповых итераций, ни burn down, burn up чартов, всего вот этого. Вот. Но, опять же, мы можем с вами связаться и поговорить, как мы это можем вместе сделать, и что у нас для вас есть. Окей, спасибо То большое. есть я всем говорю, если какие-то вопросы по продукту, пожалуйста, связывайтесь, это моя работа, как бы сделать так, чтобы ваша адаптация прошла наиболее как бы спокойно и продуманно, что ли. Вот, поэтому, опять же, спрашивайте мои контакты, пишите, я всегда отвечаю всем, и то есть никаких проблем. Мы сделаем с вами отдельный Zoom-митинг, или мы с вами просто по e-mail попереписываемся. Мы в этом плане очень open люди. Solutions Architect именно в GitLab. Окей. Есть вопросы из трансляции YouTube. Вот. Евгений Великий спрашивает, скажите, возможен ли плавный переход на GitLab? Например, держать код в GitHub, но начать использовать ваш пайплайн. Абсолютно, да. У нас для этого даже есть специальная фича, называется GitLab CI/CD for External Repos. То есть можете прям вот так и погуглить, это будет первая ссылка. Вот. Я просто называю все на английском, потому что документация вся на английском. Абсолютно правильно. Все окей. Артем Трофимов спрашивает, рассматривал ли GitLab путь коллаборации с облачными провайдерами вместо препятствования продуктивизации? Дело в том, что когда мы говорим о продуктизации, да, мы говорим о том, что просто продукт, по сути дела, был украден, да, у open source community, как бы клауда, так? Когда у нас появилось два форка, один там Redis, другой Redis, такой эластик, сякой эластик, да, этого мы не боимся. Мы не боимся, что Amazon у нас украдет GitLab. Вот. С другой стороны, конечно же, мы с ними сотрудничаем. Так? И мы предоставляем возможность нашим клиентам покупать наши лицензии через биллинг Amazon, скажем, или через биллинг GCP, или через биллинг Azure. То есть мы строим партнерские отношения с клаудом, и поэтому они более заинтересованы в нас как в партнерах, нежели пытаться, GitLab форкнуть и разработать что-то свое. Именно по тем причинам, которые я назвал в презентации. Потому что у нас и графический интерфейс, и множество use cases. Им это просто будет очень дорого, чем просто взять, форкнуть какой-нибудь эластик, у которого там все API well-defined, и сказать своим клиентам, ребята, смотрите, у нас есть крутой эластик as a service, вот, просто перепишите свой URL и какой-то authentication. Все. Да? А вот GitLab так не выйдет, потому что вот у нас там все так хитро построено. Окей. Спасибо большое за развернутый ответ. Самый популярный вопрос. Олег Мамот спрашивает, почему у всех pull request, а у вас merge request? О, хороший вопрос. Если вот просто взять, я бы переспросил этот вопрос, а почему везде pull request, а не merge request? Ну, потому что если вот посмотреть на Git, на архитектуру Git, на все команды Git, где вы там видели pull request? Там merge. Поэтому merge request. Просто-напросто. Когда мы исполняем команду git merge такой-то бранч, вот как раз-таки GitLab поступает абсолютно правильно, потому что это реально merge request. Это будет merge обратно в какую-то мастер-ветку и так далее и тому подобное. Поэтому, вопрос в другом. Почему у всех pull request? Мы же можем и ребейзить на самом деле. Но вообще, да, ответ шикарный, шах и мат. Я понял, шах и мат. Вопросов нет, но вот git так был сделан. Merge. Окей, спасибо большое. Володя, спасибо большое, во-первых, за презентацию шикарную, за ответы, очень интересные. Вот. Я всем напоминаю про конкурс от GitLab. $100 на Steam на дороге не валяются. Вот. Володя, тебе нужно будет выбрать два лучших вопроса, которые тебе понравились больше всего. Или свой ответ, на который тебе понравился больше всего.
Мне это нужно сделать прямо сейчас, или я могу сделать это потом? Если можешь сделать потом, не вопрос. Не вопрос. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Володя, спасибо большое. Все, вам Зараз спасибо, что буде знову пригласили. 5 хвилин. Я надеюсь, не последний раз.